Марк Аврелий однажды написал: «Когда встаешь по утрам, думай о том, какое это драгоценная привилегия – быть живым, дышать, думать, наслаждаться, любить». В этом свете как можно создать утро, соответствующее стоической благодарности за жизнь? Сегодня мы представляем утренний распорядок, основанный на мудрости стоицизма, чтобы настроиться на спокойный и целеустремленный день. Перед тем, как мы начнем, я был бы признателен, если бы вы поставили лайк этому видео. Это поможет мне продолжать распространять стоическую философию. Если вы не подписаны, рекомендую подписаться и активировать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. Первое. Осознайте мимолетность жизни. Один из основных столпов стоической философии – это глубокое понимание и признание непостоянства всех вещей. Каждое утро, перед тем, как мир начнет свою какофонию, найдите минуту, чтобы погрузиться в эту истину. Найдите тихий уголок, где вас никто не потревожит. Сядьте в расслабленной, но прямой позе, физическое отражение баланса между спокойствием и внимательностью. Закройте глаза и представьте себе бескрайние просторы Вселенной, звезды, рождающиеся и умирающие, галактики, вращающиеся в танце времени. В этом космическом балете представьте Землю как маленькую точку. В этой точке подумайте о восходе и падении цивилизаций, горах, стоящих веками, и реках, прокладывающих свои пути. Теперь сосредоточьтесь на своей жизни, которая является лишь мгновением в великой схеме вещей. Такое осознание не умаляет нашей значимости, а подчеркивает ценность нашего существования и его краткость. Осознание мимолетности жизни напоминает нам о ценности каждого дня и помогает нам придавать больше значения важному, а не отвлекаться на мелочи и конфликты. Встречая утро с таким настроем, мы готовимся прожить день с более глубоким чувством цели. Этот утренний ритуал не о том, чтобы бояться смерти, а о том, чтобы принять настоящее с любовью, уважением и действиями. Как мудро сказал Сенека, «Жизнь длинна, если умеешь ею пользоваться». Тем самым начинаем утро с этим осознанием, напоминая себе жить каждый день полноценно, значимо и с благодатью. Второе. Ведите дневник мыслей. Ведение дневника, глубоко укорененное в стоической практике, это не просто запись событий, а интимный разговор с самим собой, акт интроспекции, заземления и иногда катарсиса. Само действие перевода мыслей на бумагу может быть глубоко преобразующим. Начните с выбора дневника, который вам нравится. Это может быть простой блокнот, украшенный дневник или цифровой документ. Это ваше священное пространство, свободное от суждений и внешних ожиданий, где ваши мысли, сырые и неотфильтрованные, могут дышать. Каждое утро записывайте первые мысли, которые приходят в голову. Это могут быть остатки снов, чувства, оставшиеся с предыдущего дня, или ожидания от предстоящего дня. Этот начальный поток помогает очистить ум, как уборка двора от опавших листьев. Затем сосредоточьтесь на благодарности. В великой ткани жизни легко застрять в том, чего нам не хватает или что мы желаем, но стоицизм учит нас ценить настоящее. Составьте список 3 вещей, за которые вы искренне благодарны, будь то тепло вашего одеяла, улыбка любимого человека или просто привилегия проснуться новым днем. Далее углубитесь в самоанализ. Размышляйте о стоическом принципе или личной проблеме. Задайте себе вопросы. Живу ли я в соответствии со своими ценностями? Где я вчера действовал импульсивно, а не разумно? Как я могу стать лучше сегодня? Это упражнение не в самокритике, а в самосознании и росте. Наконец, установите намерение на день через ваш дневник. Запишите простое утверждение или обязательство, основанное на стоических добродетелях мудрости, мужества, справедливости и умеренности. Это служит вашим моральным компасом, направляющим ваши действия и решения в течение дня. Помните, ваш дневник – это зеркало, отражающее ваш внутренний мир, инструмент, друг, наставник. Размышления Марка Аврелия, один из самых влиятельных стоических текстов, начались как его личный дневник. Это был его способ напоминать себе о стоических принципах, понимании своих действий и навигации по сложностям жизни. Третье. Устанавливайте ежедневные намерения, а не цели. Хотя и цели, и намерения направляют наш путь, они делают это принципиально разными способами. Цели по своей сути ориентированы на будущее,
Они сосредоточены на результатах, достижениях и итогах, они обеспечивают пункт назначения. Намерения же освещают путь. Они являются якорями настоящего момента, глубоко укорененными в наших ценностях и образе жизни, к которому мы стремимся. Стоицизм в своей основе подчеркивает различие между тем, что мы можем контролировать, и тем, что мы не можем. Цели часто связаны с внешними результатами, которые могут находиться за пределами нашей зоны контроля, несмотря на все наши усилия. Непредвиденные препятствия могут возникнуть. Намерения же остаются в пределах нашего доминиона, они являются ежедневными утверждениями наших личных ценностей, осознанным выбором того, как мы хотим ориентироваться в мире, независимо от внешних обстоятельств. Начав утро, очистив свой ум с помощью ведения журнала, размышляйте о том, каким вы хотите видеть свой день. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на задачах, спросите себя, кем я намерен быть сегодня. Намереваюсь ли я быть терпеливым, принимая каждый момент не спеша? Намереваюсь ли я быть сострадательным как к себе, так и к другим, понимая, что каждый борется со своими битвами? Или, возможно, я намерен быть смелым, сталкиваясь с вызовами и выходя из зоны комфорта? Запишите эти намерения. Они могут выглядеть так. Сегодня я буду больше слушать, чем говорить. Я буду подходить к конфликтам с пониманием. Или я найду моменты спокойствия среди хаоса. Это не задачи, которые нужно выполнить, а напоминание о том, каким человеком вы хотите быть. Как красиво сказал Сенека, не важно, что ты несешь, а как ты это несешь. Намерения – это наш ежедневный компас. Они направляют наши реакции, решения и поведение. Устанавливая ежедневные намерения, вы обязуетесь не к результатам, а к добродетелям. Вы не определяете успех тем, что достигли, а тем, как действовали, реагировали и существовали в мире. Это глубокий сдвиг в перспективе, который идеально согласуется с мудростью стоицизма и гарантирует, что независимо от непредсказуемости дня, у вас есть четкое видение вашего личного пути. Четвертое. Примите дискомфорт. В нашем современном мире комфорт стал ожиданием, мерилом прогресса. Однако стоики, обладая глубокой мудростью, признавали, что неконтролируемое стремление к комфорту может быть препятствием для личного роста. Они верили в сознательную практику введения небольших дискомфортов, чтобы укрепить дух, культивировать стойкость и обеспечить готовность к неизбежным невзгодам жизни. Стоический философ Сенека однажды советовал: отведи себе несколько дней, в течение которых ты будешь доволен самой скромной и дешевой едой, простой и невзрачной одеждой, говоря себе при этом «это то, чего я боялся». Суть этого совета не в том, чтобы продвигать бессмысленные страдания, а в том, чтобы разорвать цепи зависимости от внешних удобств и напомнить себе о нашей врожденной силе. Начав день, подумайте о небольших способах ведения добровольного дискомфорта. Возможно, это принятие холодного душа, чтобы пробудиться и оживить свои чувства. Это действие не только способствует физической бодрости, но и служит метафорическим крещением, смывающим инерцию и напоминающим вам о вашей способности выживать и процветать. Или, возможно, это отказ от первой чашки кофе, напоминая себе, что ваша воля и мотивация исходят изнутри, а не из внешних стимуляторов. Вы также можете рассмотреть более созерцательные практики, такие как уделение 10 минут для медитации о прошлом трудности, признавая силу, которую вы проявили, и рост, который из этого возник. Или выберите идти пешком или на велосипеде на работу вместо того, чтобы ехать на машине, позволяя себе присутствовать в окружающей среде и принимая физические усилия как свидетельство возможностей вашего тела. Цель здесь двойная. Во-первых, эти ежедневные акты дискомфорта служат тренировкой для ума и духа, аналогично тому, как спортсмен тренирует тело. Регулярно выходя из зоны комфорта небольшими способами, мы готовим себя к большим неожиданным вызовам жизни. Во-вторых, они дают нам перспективу. Временами, отказываясь от удобств, мы учимся ценить их больше, когда они у нас есть, и понимать, что они не являются основой нашего счастья или удовлетворенности. Принимая дискомфорт, вы не наказываете себя, а наделяете себя силой. Вы обращаетесь к более глубокому резервуару силы, сбрасываете ненужные зависимости и принимаете стоическое чувство свободы, которое исходит от осознания, что истинное удовлетворение не зависит от внешних условий. Пятое.
Практикуйте осознанность и медитацию. Хотя стоицизм и осознанность могут происходить из разных культурных корней. Древней Греции для первого и восточных традиций для второго, они прекрасно сходятся в своем сосредоточении на ведении осмысленной, целеустремленной жизни. Стоики были глубоко настроены на природу настоящего момента. Они верили, что большинство человеческих страданий возникает из-за размышлений о прошлом или тревожного ожидания будущего. Эпиктет мудро сказал: «Человека беспокоят не происходящие вещи, а то, как он реагирует на них». Этим он намекал на важность наших восприятий и силу настоящего момента. Начните утро с выделенного времени для осознанности или медитации. Это не обязательно означает сидеть в позе лотоса или петь мантры, если только это не то, что вам откликается. Речь идет о том, чтобы заземлить себя здесь и сейчас. Найдите тихое место и примите удобную позу. Закройте глаза и обратите внимание внутрь. Начните с простого наблюдения за своим дыханием. Чувствуйте подъем и падение грудной клетки или ощущение воздуха, входящего и выходящего из ноздрей. Ваше дыхание, всегда присутствующее, служит якорем к текущему моменту. Когда ваш ум блуждает, как он часто делает, мягко возвращайте внимание к дыханию без осуждения. Как только вы успокоитесь, расширьте свое внимание на ощущения в теле. Почувствуйте вес вашего тела на стуле или полу. Заметьте температуру в комнате, ощущение ткани на коже. Признавайте эти ощущения без привязки к ним, какой-либо истории. Они просто есть. Затем плавно переходите к наблюдению своих мыслей и эмоций, визуализируя их как листья, плавающие по реке, или облака, плывущие по небу. Ключ здесь – отстраненность. Вы – наблюдатель, а не участник. Эта практика идеально согласуется с стоическим акцентом на различии между событиями и нашими суждениями о них. Посвятите последние минуты медитации размышлению о стоическом принципе или цитате. Например, вы можете задуматься над словами Марка Аврелия: «Вселенная изменяется. Наша жизнь – то, что делают из нее наши мысли». Пусть эта мудрость проникнет в ваше существо, направляя ваши действия и реакции на протяжении дня. Интеграция осознанности и медитации в ваш утренний распорядок – это не просто успокаивающий ритуал. Это стоическое упражнение в признании и ценности настоящего момента, различии между внешними событиями и внутренними реакциями и создании ментальной крепости для противостояния жизненным неопределенностям. Шестое. Возвращайтесь к стоическим учениям. Глубокая мудрость, заключенная в стоических учениях, предлагает вечный компас для навигации по жизни с благодатью, стойкостью и целеустремленностью. Однако эти учения не просто слова, которые нужно прочитать один раз и забыть. Это семена мудрости, которые требуют постоянного внимания, чтобы расцвести внутри нас и проявиться в наших ежедневных действиях. Каждое утро делайте ритуал из погружения в мудрость стоических мастеров. Это могут быть рефлексивные размышления Марка Аврелия, просветляющие и утешающие письма Сенеки или прагматические беседы Эпиктета. Вместо того, чтобы просто читать эти работы, как любую другую книгу, подходите к ним с уважением и намерением. Начните с того, чтобы позволить случайности направлять вас, случайным образом выбирая отрывок из стоического текста или используя специальную книгу ежедневных стоических медитаций. Такой подход обладает определенной магией, часто приводя вас к мудрости, которая кажется удивительно актуальной для ваших текущих обстоятельств или предстоящего дня. После того, как вы выбрали отрывок, уделите момент, чтобы побыть с ним. Читайте его внимательно, позволяя каждому слову и каждому чувству глубоко резонировать внутри вас. Переварите его суть, визуализируйте его послание и размышляйте о его значении. Как эта мудрость относится к вашей жизни? Какие универсальные истины она отражает? После этого периода размышлений вы можете почувствовать вдохновение записать свои мысли. Ведение дневника – это больше, чем просто нанесение текста на бумагу. Это медитативный акт перевода, превращение мудрости древних в личную доктрину. Пишущее вы можете обнаружить новые слои учения.
возможно, видя его в свете недавнего опыта или предвидя его актуальность в ожидаемом событии. Но стоицизм прежде всего является философией действий. Поэтому истинная кульминация этого утреннего ритуала заключается в его применении. Если сегодняшнее учение говорит о мимолетности жизни, пусть это вдохновит вас ценить каждый момент. Если оно касается незначительности внешних мнений, используйте его как щит против необоснованной критики или похвалы. Каждое стоическое учение в своей основе является призывом к действию, побуждением наполнять ваш день добродетелью и мудростью. Если вам посчастливилось делить этот стоический путь с друзьями или сообществом, рассмотрите возможность обсуждения этих учений с ними. Вовлечение в такие диалоги, обмен личными инсайтами и выслушивание различных интерпретаций могут усилить глубину вашего понимания и способствовать чувству общего роста. По сути, возвращение к стоическим учениям каждое утро – это не просто упражнение в чтении, это ежедневное обновление обязательства жить с осознанием, намерением и добродетелью. Как напоминают нам стоики, истинная суть обучения заключается не только в понимании, но и в воплощении и проживании мудрости. Практикуйте амор фати. В огромной ткани стоической мудрости лежит золотая нить. Принцип настолько глубоко проникновенный, но обманчиво простой. Амор фати или любовь к своей судьбе. Это не призыв к пассивной покорности, а страстное принятие всего, что приносит жизнь, будь то радость или печаль, триумф или испытание. Каждое утро, когда солнце восходит и приносит новый день, нас также встречают неопределенности жизни. Планы могут пойти наперекосяк, надежды могут быть разрушены или могут возникнуть непредвиденные трудности. В эти моменты стоический принцип амор фати призывает нас. Он приглашает нас не просто принять, но и искренне полюбить все, что приходит на наш путь. Представьте на мгновение свободу и освобождение, которое предлагает эта перспектива. Когда сталкиваешься с невзгодами, вместо того, чтобы жаловаться, почему это происходит со мной, можно спросить, как я могу вырасти из этого? Или даже утвердиться, это именно то, что мне нужно. Такой сдвиг не умаляет тяжести трудностей, а освещает светлые стороны, уроки и силу, которые из них возникают. Чтобы практиковать амор фати по утрам, уделите несколько минут на ментальную подготовку к предстоящему дню. Размышляйте о возможных вызовах, с которыми вы можете столкнуться. Визуализируйте их не как препятствия, а как необходимые компоненты вашего пути, выбранные Вселенной, чтобы усовершенствовать и определить ваш характер. Помните слова Марка Аврелия: «Препятствие для действия продвигает действие». То, что стоит на пути, становится путем. В принятии амор фати каждое событие, независимо от его значимости, рассматривается как мазок в мастерской картине нашей жизни. Это напоминание о том, что мы не просто марионетки судьбы, а активные участники, обладающие алхимией, чтобы преобразовывать каждое обстоятельство в возможность для роста, мудрости и благодарности. Когда вы начинаете свой день, несите с собой эту философию. Пусть амор фати будет вашим компасом, ведущим вас через бури с устойчивостью, через солнечные дни с благодарностью и всегда вперед с непоколебимой любовью к жизненному пути. Мудрость стоицизма не о подавлении эмоций или ведении аскетичной жизни. Она о понимании природы существования, сосредоточенности на том, что находится в нашей власти, и культивировании внутренней крепости мира. Эти 7 практик предлагают структурированный путь, но пусть стоицизм будет гибким в вашей жизни, адаптируясь и эволюционируя в соответствии с вашими личными потребностями. Как отметил Марк Аврелий, лучшая месть – не быть похожим на своего врага. Не становитесь врагом своему собственному миру и благополучию. Какие из этих практик вы интегрируете в свою утреннюю рутину? Оставьте комментарий ниже. Надеюсь, вам понравилось это видео, и я благодарен за ваше участие. До следующего раза погружайтесь в эти стоические практики и позвольте им преобразовать ваше утро, дни и в конечном итоге вашу жизнь.